Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотела бы показать вам мои самые любимые кисти. Hello friends, and today I want to show you the brushes that I absolutely must to be on my works. Основной обзор будет в моей книге, которая поступит в продажу в начале лета 2023 года в России. Main brushes that are going to be explained in my book that is going to be in the beginning of summer or maybe at the end of the spring in 2023. Большинство кистей, которые вы увидите в сегодняшнем ролике, можно приобрести на моем сайте, ссылка в описании под видео. Most of these brushes that you can see on the website that are going to be in the description. И в конце видео, не выключайтесь, я покажу, как буквально одной кистью можно создать этюд. Я нарисую два этюда. Для этого этюда я буду использовать одну, только эту плоскую кисточку. И для этого этюда я буду использовать тоже одну кисточку, но другую, китайскую каллиграфическую. And please don't yet finish this video. You can see that I am going to show that you can draw one work with just one single brush. This work is going to be finished with this flat brush, and this one is going to be done just by this calligraphic brush. Итак, немножко подробнее расскажу про каждую из кистей. Итак, как вы знаете, наверное, это флис из козы, он обязательно для того, чтобы смачивать лист с изнаночной стороны. Перед началом работы, ну и с лицевой, в принципе, тоже. And now starting describing these brushes, this one is the flights from goat. I am using it to wetten the surfaces, the background and back side of the paper and the front sides of the paper. Чем интересна эта кисть? Тем, что ее можно разделить на сегменты и рисовать какие-то декоративные элементы. И такой кистью можно полностью нарисовать этюд. Ну, например, такой маленький этюд я рисовала тоже одной кисточкой, вот этой. This is the same training, the work that I've been done just by this single brush. Очень полезно рисовать одной кисточкой этюды. Почему? Потому что, когда мы рисуем одной кистью, этюды получаются более цельные, такие лаконичные, объединенные. Для практики, для тренировки очень полезная вещь. It is very, very helpful and very useful to draw works with just by single brushes, because otherwise you can complete them totally, finish them and combine them between each other. Так, переходим к следующим кистям. Это, конечно же, мои любимые китайские каллиграфические кисти, которые также одной кисточкой можно нарисовать целую картину. Я вам покажу сегодня две. Эту вы увидите в работе. Ей удобно заливать как большие заливки, да, чем хороши китайские каллиграфические. И одновременно мы можем привести очень тончайшие линии и фактурные кусты и деревья, разлохматив кисть, можно тоже изображать. И все это работа одной кисти. And second going is the Chinese calligraphic brushes. This one you can see in the works. For example, for the textures, like you can use them to fill up the surfaces, make completely thinnest lines, and make texture of the plants, for example, bushes and trees, by flattening it. Эту кисточку вы часто видели в моей работе, во всех моих работах. Она у меня уже давнишняя, ей уже несколько лет. Это новая, поэтому в последнее время я рисую чаще ей. The second red brush you can notice in every single work that I've posted on my videos. It's pretty old, so this another second brush is more new, so you can see it more often in my new videos. Обычно китайские каллиграфические кисти состоят из нескольких животных. Здесь может быть и волк, и медведь, и соболь. Usually Chinese calligraphic brushes contain lots of different types of animals for example, wolves, bears, or maybe sobols. Эта кисть состоит из натурального ворса, шерсть буйвола.
быка. This brush contains natural fur of wool. И она очень гибкая и пластичная, набирает много воды и много пигмента. This brush is pretty flexible, pretty soft, and can contain lots of water and pigment. Я очень люблю веерную кисть Daily Rowney. Без нее я не обхожусь. С помощью этой кисти я делаю брызги. То есть я брызгаю, ударяя кисточкой о кисть. And another brush that I'm using is the fan brush. Daily Rowney Aquafine. Daily Rowney Aquafine. I am using it to make splashes by hitting this brush onto another brush. Ну, также в моем арсенале все-таки имеются круглые тоненькие кисточки. Ну, например, Daily Rowney Колонок. It's also very important to have these thin round brushes, natural and synthetic. Натуральный я рисую более такие крупные заливки, ну как крупные, все равно мелкие. Ну вот, например, смотрите, парусник, да? Когда мне нужно в паруснике изобразить парус и само судно, я беру натуральную кисть, в ней больше воды и могу делать более крупные, широкие заливки. Для этого я использую сейчас натуральную кисть, в которой больше воды и для таких более обобщенных заливок. The natural brushes I am using for filling the surfaces, but bigger, but still little to compare to the calligraphic brushes. And for example, covering the sails on the yachts, I can use the natural brush to complete them quickly, but still formable. Но когда я буду делать отделку, рисую на яхтах, да, я обязательно использую синтетическую кисть, набирая больше краски, меньше воды. But when I am making the details on the yachts, I am using synthetic brush. So it contains less water. It holds less water. Да, всю отделку я уже веду, используя синтетическую кисть, чтобы детализация была такой сочной, контрастной, не расплывалась. So when it comes to the details, I'm using the synthetic brush because this way I can make the details more juicy, more contrast and less spreadable. И опять, я когда рисую отражение, рисую его только натуральной кистью. Ни в коем случае я не рисую отражение от яхту, от чего-либо на воде с синтетической кистью. And for example, when I'm drawing the reflections, I am most certainly will use natural brushes, not synthetic ones, for any reflections on the water. Покажу также китайскую каллиграфическую, она тоже у меня есть в продаже на сайте. Если вы не из России, вы можете купить у меня эту кисточку. Ей удобно рисовать всякие линии, провода, также мачты и ванты на яхтах и птиц. У нее очень острый кончик. И также этой кисточкой можно рисовать и деревья, кусты, какую-то создавать фактуру. Очень интересные свойства именно вот у китайских каллиграфических кистей. Another Chinese calligraphic brush, but thinner, is this one. It can be used in lots of different ways, and also this brushes can be bought on my website as well. And the interesting thing in this Chinese calligraphic brush that you can draw lots of lines, wires, maybe another details on the yachts, and as well you can add some texture to your painting, for example as the plants again, and maybe trees. Также этой кисточкой можно рисовать те же паруса, потому что она может быть как тонкой, так и широкой, если класть ее вот плашмя. And again, with this the same brush, you can draw sails, because this brush can be thin and wide at the same time.
Теперь не выключайтесь, я покажу, как буквально одной кисточкой я нарисую этюды. Поехали! And now the next thing I'm going to do is to show you how to draw works with one single brush. Привет, друзья! Небольшое отступление. Hello, friends! Before we start painting, I want to show some of the videos that are already available to my Patreon subscribers. I have already recorded more than 50 video lessons, including in English, where I talk about palette and colors. I reveal the secrets of watercolor. I will be glad to see you among my subscribers. Если вы из России, то добро пожаловать ко мне в группу ВКонтакте. Вы можете посмотреть уроки, став моим донатом. Ссылка в описании. А теперь давайте продолжим. Now let's continue.